Ну что, друзья, возвращаемся сегодня к новой серии. И у нас в противниках «Зенит» из Санкт-Петербурга, который идет сейчас седьмым. Но на самом деле мы понимаем, что команда мощнейшая. И второй матч мы сыграем против «Химок». Потом далее у нас будут «Крылья Спартак» и прочее. Мы продолжаем наш сезон за Минское Динамо в Советском Союзе Премьер-лиги. Первый дивизион, высший дивизион, первый дивизион, высшая лига. Впервые Динамо вернулась в элиту, и пока в первом сезоне задача не вылететь. Далее мы уже будем смотреть, пытаться расти и как-то сюда вот пытаться пробиться. Снова видим, что Шахтер из Донецка просто какая-то машина. Он непобедим. Из важного, что произошло до начала между матчами предыдущего видео и этого видео, наверное, важно сказать первое. Я выставил Ирланова на продажу. Считаю, что все-таки по скиллам он уже у нас не основа. Он не играет, он плохо тренируется. Но тренировался он всегда плохо, даже когда хорошо играл. Выставил его на трансфер. И вы не поверите, его за 1 800 000 готов забрать, то есть 900 плюс 900, там вот так будет. Ахмат, вперед из песни, я только рад. На самом деле Ахмат возвращается, скорее всего, ну, будет пытаться вернуться, да. Ну, окей, это уже не наши дела, не наша проблема, поэтому как-то так. Забыл я совсем, на самом деле, вот посмотреть, что у нас, кто к нам еще придет. Ну, да. Я, честно говоря, забыл, что еще будут приходы. Это вообще важнейший приход. Парень интересный, 17 лет, румын, потенциалом восхитительнейшим. Я думаю, будет огонек. Правда, вот единички, когда вижу, это, конечно, грусть. Ну, окей. И еще из персонала я попросил дополнительного скаута, дополнительных тренеров. Ну, в итоге скаута мне дали. И я... Дайте как-то. Божечки. Да. И я позвал к себе в команду. Я пытался найти скаута, у которого есть хоть какие-то знания по Аргентине, потому что... Так, сейчас найду. Потому что я добавляю Бразилию и Аргентину в играбельные лиги. Просто как я раньше включал как на просмотр, но это не работает, херня какая-то полная в этом FM точно. Включил лиги, они добавятся в начале 2024 года, то есть уже скоро, и там появится, соответственно, много регенов, футболистов, куча всего. И вот мне нужен был, даже не важно вот эта вот часть, мне важно, чтобы он там гонял туда и что-то разведывал. Я думаю, что по способностям игрок должен расти, не игрок, вернее, а скаут. И приносить нам потом интересных молодых дарований. Так, друзья, все вам рассказал, показал. И давайте, наверное, играть против «Зенита», начинать, рубиться, смотреть, что из этого получится. Конечно, просто не будет уж точно. Смотрим по составу. Нет, так мы играть не будем. Дам я шанс Фридгенсону. Потому что в тех матчах, где он играл хорошо. Ну и да, до этого мы сыграли кубок, выиграли 6-0, какую-то непонятную команду. Это даже вам не буду объяснять и показывать. Смотрим. Так, совсем я согласен. Единственное, что у нас по заменам. Позвал кучу албанцев из молодежки на просмотр. Вдруг что-нибудь выцепим. Но там уже похоже, что ничего не выцепим. От слова совсем. Давайте еще раз. Диае Фридгенсон, Кейта Стендера. Давайте, наверное, Стендеру попробуем тоже заменить на кого-то другого. Все-таки ничего он сверхъестественного не показывает. Так зачем же его тогда держать? Тем более у нас есть Бородин с отличным пасом.
Нет, Бородин точно не будет бежать вперед. Это будет делать Боуэн, у которого хоть какая-то скорость и выносливость есть. Либо. Вот так. Все-таки вот так. Да, состав готов. Поехали. Забыл, наверное, показать. Это важно. Я попытался... Ну, будем смотреть, что из этого получится, конечно. Я поменял интенсивность на самую высокую. В надежде контратак, конечно. И делаем нашу же стандартную танцу с бубнами. Да, конечно, состав у Зенита, я не понимаю, что они делают. Ну, правда, еще начало только турнира, что они делают там на 7-м месте. Но это начало турнира. И да, играем в Минске. Все мы помним тот прекрасный матч Динамо Минск-Зенит, когда мы секанули их 4-1, по-моему. Или 4-0 вообще. Был я на той игре. Ух, первый момент. Восхитительно. Облили меня пивом тогда с ног до головы. Но мне было абсолютно плевать. Я был счастлив, доволен, рад. Блин, да, Зенит, конечно, дает нам под хвост. Ну, с этим ничего не поделаешь. Они действительно просто сильней на голову. Хэндвокер. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай, Кейта, прострел. Прострел сделал, но не получилось. Ну! Шикарно. Ошибка вратаря, на самом деле. Но это не наша проблема. Диае поборолся. Прострелил, по сути, получился удар, а не прострел. И вратарь просто не смог зафиксировать мяч. Получил. Хорошо. Да, поменяем на сбалансированный в надежде на контроль какой-то, контратаки. Ну, контроля тут точно не будет, хотя... 50 на 50 играем плюс-минус. Ну, нет, Зенит все-таки больше владеет. Фридинсон. Ну, вот оценочка подросла, это хорошо. Бородин проваливает. Это нехорошо. Бородина будем менять. Знаете что? А выпущу я нашего воспитанника. Вот, попробую. Предрекают ему хороший, отличный потенциал, на самом деле. То есть он там должен расти до уровня звезды команды. Пока играет вроде неплохо. Я понимаю, что против Зенита, наверное, не самый лучший момент для того, чтобы молодому футболисту входить и показывать. Но с другой стороны, почему нет? Почему нет? Орловский 6,7. Вот видим уже по оценке пока что... Ах, стоп. Ты кто? Мерхофер. Пока что лучше даже Бородина. Но да. Получаем. Тогда все это не имеет значения. Можно дальше играть. Можно было даже в атаку, наверное, перейти на самом деле. В попытке споймать. Орловский, Бистрич, Кейта, Диае, Орловский. Диае, им, да, мы забиваем. Это, кстати, возвращаемся на баланс обратно, окей. Что происходит? Смотрим повтор. Кейта, Диае, Орловский, Товарищ голевую отдает. Шикарно. Я забыл, да, сказать, что у нас же продолжается наш эксперимент с левым защитником. Ссылку на то, откуда и почему, какой эксперимент, объяснение я делал в предыдущем видео в описании. Можете почитать, посмотреть тот ролик на английском с автоматическим переводом. Да, Осипов забивает гол. Второй гол в сезоне, важнейший гол, забиваем Зениту.
Шикарно. Вот это мне уже нравится. И товарищ отдает голевую передачу. Итого у него 8,3 оценка. Пока мы показываем Зениту тоже, что было. Давай 4-1, друзья. Давайте, я хочу этого. Хендвокер бьет. Но, увы, увы. Хендвокера мы сейчас заменим. Просто на... На Боуэна, на просто футболиста, у которого больше сил сейчас будет в моменте. Ндиае! Он оттуда пробил головой, как ногой. Типиденсен играет неплохо, но мы выпустим Заболотного. Может быть, все-таки под конец игры это тоже даст какого-то бусту дополнительного. Ай-яй-яй. Пока мне нравится, мне нравится наша команда, мне нравится, как мы играем, мне нравится статистика. Да, статистика, ладно, равная, но счет на табло, мы играем дома, мы можем обыграть. И это нас даст возможность таблице подняться ближе к зоне, за которой уже виднеется Европа. Или окно в Европу. Так, момент у наших ворот, 87-я минута. Нет, это пенальти, к сожалению, да. Ну, там было видно сразу, что это пенальти. Сбивает Коваленко, к сожалению. Да, и игра сейчас будет эти последние минуты нас мутузить, показывать все, чтобы было трудно, морально, эмоционально. Но в этом и смысл игры, иначе зачем? Осипа нет! Нет. Надо сбрасывать ближайшему, конечно, не нужно так делать. Он хорошо играет, но, увы, это не... сейчас этого не надо было. Ух, проносит нас, ладно. Просто вот, бум, падаем максимально. Вот так делаем. Делаем попытка выдержать напор от Зенита. 3-2 счет. Осифас выбивает мяч, снимает просто с головы. Заболотный вернулся в оборону. Кейта сейчас бы в контратаку убежать было бы вообще просто шикарно. Шикарно. Кейта возвращает мяч Зенит к воротам. Заставляем. Лейдж выбирает. Заболотный. Лейдж. Это не Лейдж. Кейта. Контратака. И выше ворот. Да. Вот это матч. Как бы он ни закончился. Абсолютно равные. Статистика и вот фактически, да, и 3-3 могло уже быть. Но я надеюсь, что все-таки 3 очка не одно. Одно это очень мало. Нам нужны победы. Нет. Мы все-таки пропускаем в концовке. Это очень обидно. Справедливо, да, с точки зрения Зенита, но обидно. Ладно. Это был все равно хороший матч. Достойный. Но 9 было бы интересно. Спасибо футболистам за игру в любом случае. А мы вернемся к следующему матчу. Да, друзья, по поводу эксперимента нашего, вы видите, да, товарищ лучший игрок матча. Пока все говорит о том, что, возможно, этот англоязычный ФМР был прав. Возвращаемся. И сегодня у нас Химки. Химки идут 19-ми. Мы идем 12-ми. Мы все еще близки к зоне вылета, но также близки и к зоне, где топовые бойцы данного чемпионата. Давайте выбирать, кто будет играть. Получил травму Мирхофер, что вообще нехорошо, абсолютно не круто, потому что игрок важнейший. Но зато по старой памяти у Кравченко с Кейта взаимопонимание есть. Смотрим. Бородин. Да, тут, конечно, у нас есть вопросы. Не все так хорошо, как мне хотелось бы. Центральный полузащитник по какой-то причине
не совсем таков, как я хочу. Может быть, конечно, имеет смысл что-то здесь поменять. Но нет, пока так, пока так. В принципе, наверное, можем начинать. Сейчас единственное, что определимся по поводу нападающего. Фриденсон или Заболотный. Ну, давайте Заболотному шанс дадим. Плюс-минус они равны. Фриденсон только более медленный. В принципе, там задачи у него и не стоит убегать. Хотя иногда, может, и хотелось бы, но не часто получается. Вот это поворот не туда. Но это плохо. Это очень плохо. Да. Единственный мой бегунок, который был, и он получает отлично. Это офсайд. Блин. Бегунок мой единственный получает по ногам, и это очень плохо. У меня прям нет замены. У меня есть замена румынская. Парень 18-летний, 17-летний приедет. Вообще пушка, бомба, огонь. Но, к сожалению, приедет он только через полгода. То есть уже почти сезон будет завершаться. Потому что молодой и раньше нельзя. Там вот он попадал в топ-50 дарований. И там, конечно, я его вырвал просто красиво. Но. В атаке ничего не получается. Это очень-очень грустно. И ни у Ндиае, ни у Заболотного, ни у Фриденсона. Что с командой? Ладно, сейчас попробуем. Дадим звездюлей немножко. И попробуем все-таки, наверное, перейти на более сбалансированную игру, чтобы футболисты работали с мячом, чтобы они его так рьяно не теряли. Из грустного, конечно, что у меня атака просто непонятно, что делает, если честно. Ну, видно, да, что мы даем хорошие бои командам из верхней части турнирной таблицы. В принципе, тут тактика под это заточена. Но как будто бы не можем осилить команды, равные нам, и причем не можем от слова совсем. Вообще не увидим моментов? Да ладно, нет, так дело не пойдет. Да уж, вот это... Прям вот это, да. Так, давайте все-таки 10 минут попробуем поиграть в какую-то атаку. Ну, просто совсем как-то грустно, это меня не устраивает. Орловский. Орловский мне нравится. Парень реально потенциально может во что-то вырасти. Так, давайте думать. Давайте думать. Ну да, они сели в 5 защитников, и в принципе получается, что... Хотя по статистике Химки дома... Вообще на выезде, видимо, да, у нас все очень-очень плохо. Вот это круть! Матч, в котором не показали ни одного момента. Вау! Не, ну это было плохо, но Химки, видимо, просто отстояли ничью. Ну ладно, ладно. Тогда Кейта 4 недели плохо. Таларыч все равно лучший. И это опять же доказывает, что наш эксперимент успешен. Давайте тогда, наверное, еще один матчик зацепим в данном ролике.
Крылья. Давайте, до встречи против них. Возвращаемся, друзья. И сейчас у нас матч. К сожалению, Кита выпал на 4 недели. Матч против Крыльев, потому что в предыдущей игре мы не увидели ничего. Вот так я решил попробовать теперь. Да, у нас тут какая-то беда. Что тут? Что происходит? Нет правозащитника, да? Нет, есть Кравченко. Не обманывайте меня. Нет правого теперь нападающего. Более грустная история. Давайте смотреть, давайте думать. Давайте попробуем Диае, кстати, сюда засунуть. Сюда мы попробуем Заболотного закинуть. Да, немножко травмы и удаление подкосили нашу основу. Эндвокер есть, а чё ж я тогда. Ладно, погнали. Единственное, что я думаю, мы еще и дома играем. Наверное, все-таки вот так. Наверное, все-таки вот так. И сразу же делаем то, что мы делаем почти всегда. Поехали. Наблюдаем, смотрим, верим. В том числе помним, что у нас продолжается эксперимент, так называемый левый защитник. А вот и он. Ну и надеюсь, что сейчас правый защитник добавит в атаке. А у Кравченко там есть хорошая зона для прохода вперед. Вопрос, конечно, что мы будем в обороне, насколько сильны, слабы после всего этого. Заболотный, контратака, попытка убежать во фланг. Эндвокер. Товарищ, как же он все-таки силен по отношению к остальным. Вот так. Хорошо. Вышли из обороны после углового, по-моему, или какого-то стандарта. И да, сделали все как надо. У товарища все круто, кроме навесов. На самом деле навес у него достаточно непонятно на кого. Хотя 12 по нынешней... По уровню лиги и команды это нормально. Не 15, конечно, хотелось бы 15-чку, но как есть. Посмотрим, как Кравченко будет играть на позиции КЗ. На позиции-то той же, на роли... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой прекрасный был удар. Мне кажется, что Кравченко должен посильнее начать играть. Лейдж, но нет. Вообще, казалось бы, Кравченко весьма хорош. Но по какой-то неизвестной мне причине в высшем дивизионе он себя не показывает. Ндиае... У Ндиае по скиллам плюс-минус все есть для того, чтобы играть правого атакующего полузащитника. Просто он не знает эту роль и позицию. Вот так! Ах! Блин, как же мне нравится, когда игроки атаки все могут сыграть наверху. Я раньше этого не понимал и никогда не играл высокими футболистами. Но когда они у тебя есть, высокие, прыгучие и при этом имеющие скорость, как Ндиае, ну это просто кайф. У тебя настолько больше случайных моментов создается, которые вот не было бы, если бы не его рост, прыгучесть и сила. Заболотный, вот, верх, это все выигрыш верха. А вот Бородин не умеет играть верхом, и результат тот, который мы видим. Он часто оказывается там, где можно забивать, но не забивает. Когда на его позиции играет Ндиае, получше получается, но Ндиае хуже в подыгрыше, поэтому, ну, тут как бы поиск чего-то среднего всегда происходит, ничего с этим не поделаешь. Ай, хороший прострел, очень хороший. Нарти бьет. Ну, центральный защитник, конечно, бьет как может. Но пока по первому тайму просто все прекрасно. Но надо забивать еще один гол. 100%. Эндвокер на второй тайм, конечно, заменится просто из-за желтой карточки.
Товарищ навес на дальнюю. Диае там. Мне нравится. Мне нравится. Хороший футбол показываем. В целом, поскольку я не очень переживаю за результат сезона, мне главное не вывалиться из дивизиона. Понятно, что внутри где-то мне все равно есть желание, чтобы вот ребятки мои, которых я собрал этими руками, чтобы они давали, бились сразу с первого сезона там за зону Еврокубков. Но по факту я в уме где-то понимаю, что если когда успокаиваешь, что да, блин, норм. Мы вышли только-только в вышку. Какая битва? Тут такие мастодонты, как Зениты и прочее. И Минская Динамо. Все ок. И вот когда я это понимаю, тогда я успокаиваюсь. Я понимаю, что только, блядь, начал успокаиваться. Я понимаю, что типа, да все нормально. Ну, не страшно. Играем, получаем удовольствие. Хороший гол забили, к сожалению. Осифа провалился, к сожалению. Тот, от кого я ожидал не проваливаться так. Давайте немножко поколдуем. Угу. Это мы делаем вот так. И знаете, я дам опять Орловскому поиграть. Я думаю, что нужно парня качать. Поехали, надеемся, что команда справится. Хотя, все может быть, но дома надо выигрывать, конечно. Товарищ, навес Осифа! Заболотный. Но Осифа выиграл. Вообще все сложилось вот как надо, да? Наш эксперимент с левым защитником и исполнением стандартов. Раз. Хороший навес. Осифа берет вверх. И Заболотный там, где должен быть Заболотный. Прикольный нападающий, на самом деле. Заболотный, не ожидал я. Раньше он там типа был какой-то в ФМе немножко перекрученный. Но тут вроде бы, ну, обыкновенный. Не знаю, может он в жизни никакой, и это тоже перекрученный Заболотный. Ну, такой мощный парень. Боуэн. Правая нога. Знаю я кое-что, что еще хочу сейчас добавить. Поскольку Орловский, в принципе, у меня... Отсюда не видно. Вот так я сделаю. Чуть больше оборонительных ролей. Нарти играет не на своей позиции, но ничего, нашли ему место в игре, тоже хорошо. Заболотный, ну тут да, тут хотелось, просто за спину залетало, хотелось бы, чтобы он развернулся. Какой прекрасный гол! Боуэн! Заболотный! Шикарно. Работает эта тема с забросами за спину от вратаря. Я никогда в жизни не использовал вот то, что сейчас сделал вратарь. И столько голов мы забили после вот этого. Я всегда там разводить мяч ближним. Херня все это. Вернее, не херня, но это надо использовать, когда ты намного сильнее. А когда у тебя есть впереди мощные парни, а у меня есть впереди мощные парни, и вы их всех сейчас видите, то, конечно, надо использовать то, что они мощные. Заболотный, ой, ну сегодня просто день его какого-то предоставления себя публике. Перформанс Заболотного. Товарищ Бам! Фриденсон, который только вышел на замену. Размахали, размолотили, развалили. Любое слова можно использовать сейчас, но мы, да, действительно уже понятно, что команду противника разобрали. Просто разобрали. Нарти даже не устал. Вот это прикол. Выпускаем свою молодежь, даем им побегать. Вот такие перетурбации делаем.
И все оказываются на самом деле по итогу все равно на хороших своих позициях, местах, где у них все должно получаться. Боуэн получает желтую карточку, я надеюсь, не красную. Там на красную ничего не было. Вообще ничего не получает и уходит, в принципе, с поля. Хороший матч. Все по делу, все по справедливости. Бам! Бородин. Стендера. Кравченко. Фридьянсон. Ах, техники не хватает парню. Но он столб, это не его задача. Да, Нарти вот уже не выигрывает. А это не Нарти был, это... Да, Нарти. Нет, Ценник был. Ценник должен брать верх в таких моментах. У него там как раз-таки все хорошо. Кравченко подключается к атаке. Шикарный навес. Бородин один. Ну, Бородин столь прекрасно находит эти позиции. Вот он насколько хорошо их находит, эти позиции для атаки, настолько плохо исполняет. И ничего с этим не поделаешь. Он изначально не теневой нападающий. Но мне нравится играть с ролью теневого нападающего. По факту у меня 2 нападающих центральных. Просто один из глубины. Такая задача изначально была. Кравченко, Бородин все-таки говорит: пошел ты нахер, Денис, я могу забивать головой. Шикарно. Я рад, очень хороший матч. Мы и прошлый там могли выигрывать, но ладно. Отлично, берем 3 очка, за любые 3 очка я рад. 5-1, тем более, очень хорошо размахали. Крылья на вылет, это факт. Заболотный. Товарищ, 8-1. Шикарно. Эксперимент продолжается, и пока он успешен. Мы заканчиваем этот выпуск на 9-й позиции. Мы приподнялись. Нам уже явно понятно не догнать команды, которые здесь. Скорее всего мы... Нет, 4 очка. Мы будем бороться, продолжать бороться за середину таблицы. И меня это устраивает, это интересно всегда. На этом, друзья, будем прощаться. Всем спасибо за то, что вы приходите, смотрите. Надеюсь, вам интересно. Вместе будем этот сезон играть целиком от А до Я. Просто рубить. Подписывайтесь, ставьте лайки. И потихонечку будем развивать дальше канал. Спасибо и всем пока. До новых встреч.